Это Тбилиси, столица и самый крупный город Грузии. Официально здесь проживает чуть более миллиона человек. Однако фактически эта цифра намного больше. 1723 жителя Тбилиси имеют ВИЧ-статус. Всего же в Грузии зарегистрировано 6711 ВИЧ-позитивных людей. В Грузии 19 государственных сайтов опиоидной заместительной терапии, 7 из которых находятся в Тбилиси, а еще 2 сайта расположены в местах лишения свободы. Общее число пациентов государственной программы опиоидной заместительной терапии в Грузии – 5338 человек. 3591 пациент получает лечение в Тбилиси. Всего же, с учетом государственных и коммерческих сайтов, 9000 человек в Грузии являются бенефициарами опиоидной заместительной терапии. Для сравнения, 52 500 жителей страны употребляют наркотики. Из них более половины, 29 440 человек, проживают в Тбилиси. Как вы уже, наверное, заметили, путешествуя по городам проекта Сити, мы всегда старались получить максимум полезной информации прежде, чем приступить к съемкам. Причем делали мы это по-разному. Через интернет, как это было в Софии, расспрашивая прохожих на улицах Одессы, разговаривая с полицейскими, как мы делали в Амстердаме, или же получая почти всю информацию в первой же попавшейся аптеке, как это было в Бельцах. В Тбилиси же мы первым делом направились в офис неправительственной организации «Новый вектор», твердо зная, что там нам точно помогут. И хотя в тот день все активно готовились к брифингу национальной платформы по наркополитике Грузии, нам смогли уделить несколько минут. Так что спустя какое-то время мы уже знали, что нам делать. Первым в списке наших посещений стоял городской спеццентр. Это один из важнейших аспектов нашего исследования, да и гостиница наша находилась совсем рядом. Спеццентр Тбилиси расположен в районе Субуртало, на территории настоящего медицинского городка. Сегодня свежо и ветрено на улице, и мы приехали вот в это чудесное место. 12 корпусов, как вы видите на схеме, это спеццентр города Тбилиси. И буквально через 15 минут здесь у нас назначена встреча с врачом. Очень красивое место, ну и как и все в Тбилиси, это напоминает какой-то южный санаторий или парк, стриженные кипарисы, сосны. Такое ощущение, что ты не на территории больницы находишься, а на территории какого-то пансионата или дома отдыха. Надеюсь, что и встреча с врачом нас не разочарует. Встреча с врачом нас нисколько не разочаровала. И то, как сложилось наше интервью с доктором, и результаты нашего визита в целом. Впрочем, обо всем по порядку. У нас универсальная доступность с 2004 года. Каждый больной гражданин Грузии, который нуждается в лечении, получает это лечение. Государство покрывает все абсолютно бесплатно, все универсально доступно, но только для граждан Грузии. Что касается граждан, которые не являются, то есть людей, которые не являются гражданинами, но которые ВИЧ-позитивны, мы, конечно, стараемся их обслужить. То есть, например, наша консультация абсолютно бесплатна, но анализы платные, препараты они должны купить в аптеке. Единственное, если вдруг это постэкспозиционная, постконтактная профилактика, то мы предоставляем постконтактную профилактику в виде исключения для тех людей, которые не являются гражданами. Тестирование на ВИЧ-антитела может пройти любой человек бесплатно, анонимно, без каких-либо барьеров и ограничений. Как вы помните, ни в одном из предыдущих городов проекта Сити не было такого, чтобы клиент мог сам приобрести антиретровирусные препараты в аптеке по рецепту. Это было невозможно ни для граждан, ни тем более для иностранцев. А вот в Тбилиси, как выяснилось, это работает. Врач просто выписывает рецепт, ты идешь в аптеку и покупаешь все сам. Само собой, мы решили это проверить. Последний город проекта Сити и первая удачная выписка рецептов в рамках государственной программы, в рамках спеццентра. Получается, что в Грузии, в Тбилиси, возможно не гражданину Грузии прийти и получить рецепт на терапию, что мы сейчас и делаем.
Друзья мои, в моих руках доказательство того, что ВИЧ-СПИД для Грузии перестал быть чем-то экстраординарным и неизлечимым. Это рецепт на получение препаратов в аптеке, и я, как не гражданин страны, могу прийти в СПИД-центр, что я и сделал, получить на руки рецепт, пойти в аптеку и купить себе терапию. Спасибо Грузии за это. Есть, правда, один нюанс. Рецепт можно отоварить не везде. Реализацией антиретровирусных препаратов в Тбилиси занимается лишь несколько аптечных сетей. Однако нам повезло, и первая же аптека, куда мы зашли, была той самой, где это можно было сделать. Я особо много комментировать не буду. Вы все и так знаете, что мы делали в аптеке. Но за той небольшой разницей, что в Грузии нам удалось отоварить, говоря по-русски, рецепт, который нам выписал врач. И вы можете представить, что чувствует ВИЧ-позитивный человек, иностранец, приехал в другую страну, без всяких проблем получив необходимые препараты в первой же попавшейся аптеке, куда я был направлен врачом в СПИД-центре. Ну и также я купил шприцы, в принципе, без всяких проблем. Аптечная сеть, к сожалению, не располагает тестами на ВИЧ. То есть ни в этой аптеке, ни вообще в сети, мы спросили у фармацевта, к сожалению, экспресс-тестов на ВИЧ в продаже нет. Но зато они есть в проекте снижения вреда. Ну и если немножечко помечтать, то я думаю, следующий шаг для наших стран, ну не знаю, как для всех, но для Грузии так точно, это возможность бесплатного получения терапии, скажем, в аптеке прямо в самом СПИД-центре. Хотя такая возможность уже сейчас есть, но только в случае аварийной ситуации. Так что есть к чему стремиться. Вот такой вот удачный день. Наш второй день в Тбилиси начался с поездки в частный медицинский центр. Мы долго ехали. Сначала по городу, потом еще добрых полчаса петляли серпантином в гору. Но если бы даже этот центр находился где-нибудь в горах Сванети, мы все равно должны были бы туда попасть. Накануне вечером нам сказали, что даже иностранец может стать там участником программы заместительной терапии. Мы приехали в частный сайт программы заместительной поддерживающей терапии в Тбилиси и сейчас попробуем получить терапию для меня как не гражданина Грузии. Место, куда мы приехали, медицинский центр Уранти, был основан в 2003 году и ориентирован на лечение и реабилитацию различных видов наркотических зависимостей. Двухэтажное здание, к сожалению, не совсем в центре города. Хотя, в принципе, в том смысле, что этот сайт удален от центра, есть и свои преимущества. Потому что пациенты не попадаются на глаза знакомых, друзей, полицейских. И это своего рода анонимность. Ну вот уже позвал врач. Здравствуйте. День добрый. Здравствуйте. Алексей не является клиентом программы заместительной терапии и не нуждается в поддерживающем лечении. Это лишь реконструкция, в которой он выступает в роли пациента, принимающего бупринорфин. Однако все остальное абсолютно реально, включая весь алгоритм попадания в программу. Итак, первым делом клиент идет на прием к врачу-наркологу, который собирает всю первичную информацию. Шаг второй – уринотестирование. Это делается для того, чтобы убедиться в наличии в организме пациента бупринорфина и отсутствии в нем других опиатов, например, героина или метадона. Друзья, ну чтобы вашу психику не травмировать, я не буду показывать в камеру, как это происходило. Мы прошли тест, и тест показал, что у меня в крови есть, в моче, прошу прощения, есть опиаты. И сейчас, собственно говоря, мы идем к соцработнику. Третий шаг – визит к социальному работнику, который снимает копии всех имеющихся у клиента документов, начиная с удостоверения личности и заканчивая эпикризом и другими медицинскими бумагами. Ну вот у меня сняли копию моих документов для того, чтобы заполнить бумаги. Он же подготавливает договор. Вся эта работа с документами заняла у нас не более 5 минут. И вскоре договор был готов и подписан. Врач говорит, что в принципе, если бы у меня с собой была справка с анамнезом, со сроком приема препарата и с дозировкой, то эта процедура бы гораздо упрощена бы была. Не пришлось бы применять ко мне стратегию как к вновь прибывшему пациенту, а можно было бы просто продолжить с той дозировки, которая у меня
была в стране, откуда я прибыл. Но так как у меня нет никаких сопроводительных документов, кроме паспорта, и все приходится выяснять в рамках консультации, естественно, и подбор дозировки будет начинаться с минимального количества и дальше уже до той дозы, которая необходима мне. Ну вот мы прошли все формальности, заполнили бумаги и идем к врачу. А это врач-терапевт. Его задача выяснить общее состояние клиента, а также определить, имеются ли у него какие-либо ограничения или противопоказания к лечению замещающим препаратом. Врач заполняет форму 100, в которой указываются все мои состояние здоровья, период, стаж употребления и отсутствие противопоказаний, таких как недостаточность почечная, легкого, то есть те вещи, которые могут препятствовать, являться противопоказанием к приему бупронорфина. Если подобных заболеваний нет, то, собственно, ограничений на вступление в программу также нет. Ну и также вопросы по поводу наличия гепатита, Б, С и ВИЧ-инфекции. Раньше программа работала таким образом, что человек должен был самостоятельно пойти в поликлинику, пройти анализы, принести сюда справки, но впредь, с недавних пор, для того, чтобы не усложнять жизнь пациентам, все эти услуги, все анализы, в том числе лаборатория, работают прямо здесь, на территории сайта. И человек прямо здесь, привезите на сайт, сдает все необходимые пробы и тесты. Ну а сейчас мы зашли на прием к психологу. Здравствуйте. Здрасте. Обратите внимание, услуга психолога доступна здесь не только постоянным участникам программы. Посещение психолога входит в пакет даже в том случае, если услуги будут временными или вообще разовыми. И, наконец, финиш. Место выдачи. Вот, собственно говоря, мне выдали карту пациента. На этой карте содержится вся информация о дозировке, и какой у меня депозит, и вся моя личная информация, которую я оставил врачам. Здравствуйте. Здравствуйте. Леша, да? Да. Помимо бупронорфина здесь есть и комбинированный препарат – бупронорфин с налоксоном, что вдвойне гарантирует невозможность приема клиентам любых других опиатов вне программы. Ну что, друзья, вот очередная хорошая новость. Прорыв в Тбилиси. Мне удалось получить терапию. Ну и помимо заместительной терапии, в этом же здании на втором этаже, вот за этой дверью, располагается детокс. А еще здесь оказывают психосоциальные услуги, есть возможность лечения и реабилитации неврологических и психических расстройств, вызванных употреблением стимуляторов. Здесь же проводят научные исследования, а также уделяют много времени профилактическим мероприятиям и пропаганде здорового образа жизни среди подростков. А возглавляет эту клинику с самого ее открытия в 2003 году нарколог Зураб Сихарулидзе, доктор медицинских наук, профессор. Наш первый вопрос был вполне логичен. Как в Грузии, в стране с традиционно жесткой, если не сказать жестокой наркополитикой, вообще возможно существование подобного медицинского центра? В законе у нас прописано, что программы заместительной терапии могут проводить как частные, так и государственные организации. Ну вот мы использовали эту, так сказать, в законе эту часть и смогли открыть сайты заместительной терапии частные. Мы были, так сказать, организация, которая единственная была частная, так сказать, неправительственная организация, у которой был сайт заместительной терапии. И уже сейчас у нас 3 сайта. 2 в Тбилиси, 1 в Батуми. Но сейчас на частных сайтах только в Тбилиси получают заместительную терапию около 500 человек. Частная клиника подразумевает оплату услуг. Какова же стоимость лечения в месяц и что эти деньги значат для жителей Грузии? Для Грузии, можно сказать, немножко дороговато, хотя сегодня цена на черном рынке месячное посещение сайта заместительной терапии частного сайта стоит 1 день на черном рынке. Мы также спросили доктора, что бы он хотел изменить, если бы это было в его силах, конечно. Во-первых, законодательство, которое очень мешает нам, которое у нас, знаете, какая наркополитика очень тяжелая, и вместо лечения они попадают в тюрьмы, и реально это у нас очень серьезная проблема. Во-вторых, это проблема с синтетикой, которая сейчас появилась, и мы не знаем, что с ней делать. И реально люди, которые
увлекаются синтетикой, они тоже не приходят лечиться, и очень тяжелая, так сказать, ситуация складывается. Ну, с опиатами будем жить так, как будет жить мир, в зависимости от того, как изменится, появятся новые какие-то препараты, будем внедрять. Посмотрим, куда пойдет мир, туда пойдем и мы. Друзья, вот, собственно говоря, и закончился визит в частную клинику по лечению, частный сайт заместительной терапии. Впечатления, я могу сказать, у меня самые радужные, самые приятные. Несмотря на то, что мы были уже в 5 городах проекта Сити, в том числе и в Амстердаме, это первое место, где мне получилось получить заместительную терапию, не имея никакой привязки к стране. И это очень круто. На самом деле, такой прорыв, который произошел здесь, буквально на наших глазах, да, за какой-то год, да, меньше, чем за год, да, и программы только расширяются, и это очень большое достижение. Ну, а мы пойдем посмотрим, в каком направлении движутся государственные программы заместительной терапии в Тбилиси. За моей спиной находится Центр психического здоровья и профилактики наркозависимости города Тбилиси. Именно здесь, благодаря глобальному фонду, заработала первая в Грузии программа заместительной терапии. Сейчас у нас будет встреча с врачом, который расскажет, какие изменения произошли за последнее время. Центр психического здоровья и профилактики наркомании в Тбилиси – это комплекс зданий, обнесенный забором с проходной и шлагбаумом. Однако пешепроход на территории центра никак не ограничен. Там нас ожидала врач-нарколог, профессор Хатуна Татадзе, заместитель директора этого центра. В данный момент в Грузии функционирует 22 центра заместительной терапии, как в Тбилиси, так и в регионах. Центры работают также в 2 тюрьмах. Мы предоставляем там долгосрочную детоксификацию метадоном. В Тбилиси сейчас работают 6 больших центров ОЗТ. Во всех этих центрах больные лечатся метадоном, а в одном центре есть группа пациентов, которые принимают бупринорфин плюс налоксон. Как все мы знаем, долгое время клиенты государственных программ заместительной терапии Грузии были вынуждены вносить ежемесячную плату. Это вызывало возмущение клиентов, их родственников, а также недоумение доноров, на чьи средства закупались препараты. Мы поинтересовались, как обстоят с этим дела сейчас и что, по мнению доктора, необходимо изменить в нынешней системе грузинской заместительной терапии. С июля 2017 года программы абсолютно бесплатные для всех бенефициаров. Из-за этого вырос, конечно, количество пациентов за несколько месяцев приблизительно на 20%. Конечно, они попадают на наркологический учет, потому что закон, который существует и регулирует наркологическую помощь в Грузии, предусматривает учет вот таких больных. В государственных программах люди лечатся только, так сказать, легально. А есть ли возможность попасть на государственную программу в Грузии иностранному гражданину? Согласно постановлению, Совмина Грузии, больные, которые принимают заместительную терапию, находятся на заместительной терапии в своих странах, они могут продолжить заместительную терапию уже в наших центрах. Но, конечно, они должны иметь соответствующую документацию с указанием дозы, последнего приема наркотика и так далее. Один день сервиса стоит приблизительно $7-8. Как вы сами могли убедиться, в настоящий момент в Тбилиси функционируют и развиваются и государственные, и частные программы поддерживающего лечения. На наш взгляд, именно такая здоровая конкуренция помогает программам заместительной терапии эволюционировать, что, безусловно, положительно сказывается на качестве жизни бенефициаров этих программ. И в конечном итоге помогает контролировать эпидемию ВИЧ-СПИДа и в городе, и в стране.
Для любого представителя уязвимых групп, либо живущего в Тбилиси, либо приехавшего сюда в гости, будет справедлива фраза: «Все дороги ведут в новый вектор». Мы были здесь в самом начале нашего визита, решили приехать сюда и в третий, заключительный день нашей командировки. Мы много раз были в Грузии и, конечно же, много раз были в организации «Новый вектор». Если вам еще не посчастливилось стать ее клиентом, то вы можете это сделать прямо сейчас с нами. Ну а пока могу сказать без всякого зазрения совести, что если бы здесь, в этом прекрасном здании, открылась бы комната для употребления наркотиков, то, наверное, эта организация бы побила бы все рекорды по сервису. Потому что многие организации мечтают иметь возможность предоставлять тот сервис, который уже сейчас есть в организации «Новый вектор». Ну, нас встречает наш старый добрый друг Лаша. Привет. Мы решили показать, как это все-таки работает, хотя неоднократно это делали. Пойдемте. Я ваш новый клиент. Очень приятно. Когда вот конкретно новые клиенты приходят, да, с ними в первую очередь общаются социальные работники, заносим журнал. Ну, первое знакомство, как обычно, да? Да, заносим, потом даем такие таблички, где вообще-то здесь написано, в каких городах Грузии вот точками, да. Еще есть такие сервис-центры. Сетевой маркетинг, ребята. Карточка со всеми точками организации по всей Грузии. Тогда в первую очередь человек заходит к консультантам. Пойдем. Да, кстати, место это прям отдельно заслуживает фильма. Это такой классный дом, двухэтажный, практически в центре Тбилиси. Но мы, естественно, опустили те нюансы, те формальные нюансы, скажем, по заполнению анкеты, потому что это, в принципе, везде одинаково происходит. Анонимный код, общий скрининг, общие скрининговые вопросы. И обратите внимание, что социальный работник, равный консультант, проводит это тестирование. То есть это такой шаг на пути к следующей интервенции. Я надеюсь, она будет в Грузии также распространяться. Я говорю о самотестировании. Так, ну вот этот тест, как вы видите, HBS-антиген, гепатит Б. Этот вирусный гепатит С, быстрый тест на сифилис. Ну и быстрый тест на ВИЧ. Кстати, по результатам похода в аптеку нам удалось выяснить, что через аптечную сеть такого вида тесты не продаются, к сожалению. Надеюсь, это последняя жертва. В нашем сообществе, и в том числе среди профессионалов, существует очень много споров, разногласий по поводу того, нужно ли вводить вот методику самотестирования. Лично мое мнение, могу сказать, что в случае, когда сообщество, уязвимое сообщество недоступно для сервисов снижения вреда медицинских, это лучший выход, когда, во-первых, человек обучается пройти тест самостоятельно. Ну и согласитесь, это намного удобнее не ходить каждый раз к врачам или даже в сервис, а просто иметь дома тест и тестироваться самому и тестировать своих друзей, когда это будет необходимо. Вы помните, наверное, наш недавний выпуск по городу Одесса, и там одна из услуг была так называемая ПИМА, то есть аппарат для выявления количества CD-клеток в крови человека. Там была стратегия такая, что если человек приходит, у него положительный экспресс-тест, ему тут же делают тестирование на уровень иммунитета для того, чтобы понять, насколько сохранен иммунитет. Здесь, в новом векторе, есть фиброскан, мы его сейчас покажем. И как дополнительная услуга в случае выявления экспресс-тестом гепатита С, человека могут здесь же прямо направить на фиброскан и посмотреть, в каком состоянии у него печень. Хочется сказать, что следующий шаг, который организация «Новый вектор» ждет от доноров, вы, кстати, можете им помочь, это покупка аппарата для проведения ПЦР-анализа на гепатит С. То есть это для чего? Что если вдруг выявляется экспресс-тестом положительный тест на гепатит С, можно было сразу здесь же сделать анализ на вирусную нагрузку по гепатиту С. Тест на ВИЧ положительный, тест на гепатит положительный, тест на ВИЧ тип вируса 1. Тест на гепатит Б отрицательный,
тест на сифилис отрицательный. Пойдем дальше на фиброскан. Фиброскан – это тестирование, определяющее степень повреждения печени в результате либо воздействия вируса, либо других жизненных факторов. Для того, чтобы определить состояние здоровья печени, нужно сделать вот это УЗИ. Обычно в наших странах это можно сделать либо в больнице, либо в частной клинике, записавшись, либо платно, либо в редких случаях для диспансерно-учетных больных. Здесь, в Тбилиси, в организации «Новый вектор», это может сделать любой клиент, если на это есть показания. Вот мой результат. Фиброз у меня F1. Это практически норма. Можно сказать, что моя печень абсолютно здорова. Ну вот, а в этом большом просторном зале проходят рабочие встречи, мероприятия. Мы стали свидетелем встречи платформы по наркополитике. Также в первый день нашего визита здесь была пресс-конференция для СМИ по поводу новых изменений и предвыборной кампании, и как в связи с этим будет изменяться наркополитика Грузии. Большой зал с балконом и с садом. Летом здесь, кстати, очень хорошо. Ну и, конечно, в нашей жизни очень важно заниматься творчеством. Также здесь есть отдельная для этого комната. Из меня, конечно, швея не очень, но я уверен, что здесь есть талантливые клиентки, которые пользуются своими навыками и шьют здесь прекрасные вещи. Ну вот, как-то так. Каждый раз с превеликим удовольствием показываю и рассказываю об этом кабинете. Заходи. Что бы вы думали? Кстати, по-моему, новый, да, уже? Да. Да. С момента нашего прошлого визита, менее чем год назад, полностью поменялось все оборудование. Совершенно новый стоматологический кабинет. Ну что могу сказать? К сожалению, до сих пор пока не освоили протезирование, но хирургия и терапия здесь на ура. Ну вот, собственно говоря, и заключительный аккорд нашей пьесы. Стандартный набор раздаточных материалов и надпись: если у вас был риск заразиться ВИЧ-инфекцией, обязательно сделайте тест. Ну а чтобы вы понимали, что означает словосочетание «стандартный набор», смотрите. Кстати говоря, если человек говорит, что он употребляет опиаты, то в этот набор добавляется налоксон в обязательном порядке. Если человек, например, варит первитин, то можно по его запросу увеличить количество шприцов большого объема. Ну и подводя итоги, фиброскан пройден, тесты пройдены, шприцы получены, консультации получены, карточка клиента оформлена. Спасибо. Ну а еще у организации «Новый вектор» есть мобильная амбулатория. Куда же без нее? Ну а как она работает, мы сейчас узнаем. Лаша, расскажи, куда вы ездите и как вы ездите? Ну, эта машина нового вектора. Ага. 2 дня в неделю, это вторник и четверг, в Тбилиси работает, а остальные 3 дня работает в регионе Кайму-Картле, это город Рустав и подобное. Там 7 муниципалитетов, очень географически очень большая. Короче, маршрут огромен. Да. То есть мобильная амбулатория выезжает не только в Тбилиси, 2 дня работает в Тбилиси, а в остальные дни ездит по разным районам. То есть маршрут очень большой. Здесь происходит первичный прием, а, собственно, в помещении впереди меня происходит тестирование также на 4 вида инфекций. Ну и, конечно, выдача шприцев. Ну, еще 2 слова по поводу сервиса. Так как в Грузии было распространено тестирование на наркотики на улицах, и помимо этого очень репрессивная наркополитика, поэтому организация «Новый вектор» не
меняет шприцы, она просто выдает, дабы не ставить клиентов в риск быть задержанными и осужденными за хранение небольшого количества запрещенных веществ. В качестве одного из ужасных примеров Лаша рассказал про случай, когда один из клиентов, просто употребив первитин, винт в простонародье, выбросил шприц в мусорный контейнер. Полицейские подошли, достали этот шприц из контейнера, засунули ему в карман, и в итоге он получил год реального срока. Если новый вектор – это пример успешной комьюнити-организации, то следующее место, куда мы направились, можно с уверенностью назвать ярким примером сервисно-экспертного подхода к проблеме ВИЧ-СПИДа. Кстати, руководитель этой организации имеет непосредственное отношение к проекту «Сити» в Тбилиси. Для того, чтобы картина о проекте «Сити» была полная, мы не могли не встретиться с руководителем этого проекта. И для этого мы приехали в офис организации Танатгома, где нас ждет Нино Церетели. Нино Церетели – директор организации Танатгома, которая занимается профилактикой ВИЧ среди ключевых групп в столице и еще 5 городах Грузии. Танатгома – одна из старейших организаций Грузии. Она была основана в 2000 году на базе информационного центра «Врачей без границ». Основные виды деятельности Танатгомы – профилактика ВИЧ среди ключевых групп, а также психосоциальная реабилитация и ресоциализация людей, употребляющих наркотики. Кстати, в переводе на русский Танатгома означает «содействие». Еще буквально 3 слова о сервисах. Организация Танатгома осуществляет аутрич работу среди секс-работниц и среди МСМ, в том числе тестирование на ВИЧ экспресс-тестами. Помимо того, что Нино Церетели руководит Танатгомой, она также координирует проект «Сити» в Тбилиси. Пол населения страны живет в Тбилиси. Следовательно, тут самая большая концентрация людей, которые могут быть потенциально инфицированы и так далее. Следовательно, одна из наших задач в проекте «Сити» это, естественно, чтобы государство и конкретно городские власти больше приоритизировали эти проблемы ВИЧ-инфекции, проблемы туберкулеза, чтобы это стало для них хотя бы первую десятку тех проблем, с которыми они занимаются на данный момент. Очень важно отметить, что по проекту «Сити» у нас есть некоторые задачи. Допустим, то, что мэр города Тбилиси подписывает и присоединяется к Парижской декларации, к декларации по туберкулезу и так далее. К сожалению, с самого начала проекта, с самого начала рабочего года, скажем так, при общении с властями города было понятно, что эти задачи проектные будут немножечко передвинуты во времени, потому что вот буквально завтра в городе Тбилиси будут муниципальные выборы мэра и выборы горсовета. Никто не говорил, что этого не будет, никто не говорил, что наша мэрия против и так далее. Наоборот, Тбилисская мэрия была одной из первых, кто дал письмо поддержки этому проекту с самого начала, когда вот только был процесс написания заявки и подачи в глобальный фонд. К сожалению, это те факторы, которые находятся вне влияния проекта и вне влияния тех организаций и сетей, которые вовлечены в реализацию проекта в Тбилиси. Для того, чтобы работа НКО не зависела от кадровых перестановок, должны существовать надежные механизмы обеспечения государственного финансирования профилактических программ. А как вы помните, это и есть одна из задач проекта «Сити». Да, в принципе, механизм есть, но это механизм тендера. И для того, чтобы участвовать в конкретном тендере на закупку каких-то услуг государством, любая организация, будь то правительственная, неправительственная, либо какая частная, должна предоставить какие-то финансовые гарантии. Следовательно, это часто проблема для неправительственной организации, потому что финансовые гарантии предоставить, это значит иметь какие-то свободные деньги. Также у Министерства юстиции, допустим, один хороший пример, есть механизм выдачи грантов. Вот это было бы вообще замечательно, когда мы говорим об общественном здравоохранении, чтобы это была грантовая система, а не система закупок. До сих пор сервис жил и развивался, хотя неизвестно, что произойдет вообще с сервисами после ухода глобального фонда. Это всех очень беспокоит, потому что даже если государство возьмется финансировать профилактические сервисы, в принципе, перспективы такие, что это будет не тот объем финансирования. Насколько мы сможем сохранить качество, насколько сообщества смогут иметь доступ к услугам. Это все очень важные моменты, которые надо
продвигать, над которыми надо работать, вплотную работать с правительством, как страны, так и правительства с городом. Так что вот это наша следующая большая задача по проекту, с которой мы, надеюсь, хорошо справимся. За последнее время в Грузии произошло много всего, хорошего, плохого, а порой и трагического. Это действительно непросто – продолжать работать, защищая жизнь и здоровье людей, не имея порой возможности увидеть результаты своей работы здесь и сейчас. И, конечно, нужно обладать особым внутренним талантом – продолжать действовать, несмотря на боль и разочарование. Для нас проект «Сити» показал, насколько многогранна, насколько сложна задача, которая звучит на первый взгляд достаточно просто – прекратить эпидемию ВИЧ-СПИДа и туберкулеза в отдельно взятом городе. Мы увидели, что игроков на этом поле огромное количество, и сделать предстоит очень многое. Но, на мой взгляд, самое главное уже есть. А главное здесь то, что люди, чья жизнь и здоровье зависят от этого проекта, принимают в нем активное участие. Ничего для нас без нас.